Привет! Ты на канале Супер Арбалет. Сегодня хочу тебе рассказать, что такое классический лук, как его подобрать и какие бывают бренды и в чем их разница. Составляющие классического лука — это рукоять, плечи, две штуки, верхняя и нижняя, тетива и дополнительные аксессуары. Самые основные — это полочка, она бывает пластиковая или металлическая на магните, и также гнезда. Маленькие фиксаторы, которые мы будем сегодня ставить на тетиву. Для чего они нужны, я расскажу. Прежде чем выбирать себе классический лук, знай то, что они отличаются, у них есть различия. Первое отличие — это по брендам. Есть самый бюджетный сегмент, это китайское производство. Такие луки, как Core Archery, Jandao, Jangxin. Если ты хочешь брать уже хороший лук, он будет стоить немножко подороже, это уже будет южнокорейское производство. Такие луки, как, к примеру, Cap Pilot, SF Optima, или Samix Polaris, который у нас сегодня, в принципе, и будет на обзоре. Разница в классических луках идет в основном в рукоятке. Разница идет в том, что на более дорогих моделях карман будет выполнен из металла, а из бюджетных — из пластика. Что касается того же самого болта. Болт будет выполнен тоже из силикового металла в таких моделях, как Samix Polaris. На более бюджетных шапка будет пластиковая, не металлическая. Еще существенная разница бывает в материале изготовления рукояти. Они делаются либо из многослойного дерева, тут очень много слоев, к примеру, как на Samix Polaris, или же, если рассматриваем бюджетные модели, там будут 3-9 слоев дерева. Неизвестно какого, это разная порода дерева. Плечи на всех разных моделях выполнены из многослойного дерева и отличаются только надписями, не более. Когда будете собирать лук, учтите, что плечи разные. Есть верхнее и нижнее плечо. На нижнем плече всегда пишется модель лука, на верхнем плече с обратной стороны пишется бренд производителя. Также обратите внимание, на нижнем плече у вас будут написаны цифры. Это характеристики вашего лука. Верхняя цифра 62-28 — это характеристики вашего лука, если у вас рукоятка будет размером 20 дюймов. Нижняя же цифра 66-26 — это будет характеристики вашего лука, если у вас рукоять, как это, 24 дюйма. Расскажу о обязательных аксессуарах для начальной стрельбы из лука. Начнем с полочки. Полочка нужна для фиксации стрелы на рукоятке лука. Они бывают пластиковые, металлические. В основном металлические все идут либо магнитные, пружинные и тому подобное. Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Выбирать вам. Следующий аксессуар — это гнезда. Они устанавливаются на тетиву для того, чтобы ваша стрела всегда стояла под 90 градусов. И ваша пристрелка никогда не менялась. Тетива — самый главный составляющий аксессуар для лука. Без нее вы просто не сможете стрелять. Самая обычная тетива, она делается из нити B50, Dacron. Это самое начальное, с чего можно учиться стрелять. В дальнейшем вы можете поменять тетиву, сделанную из более премиальных американских нитей. Если хотите, можете заказать у нас. Еще один из базовых аксессуаров — это защита для самого стрелка. Это крага. Крага одевается на предплечье для защиты руки от попадания тетивы по ней и во избежание получения травм. Теперь поговорим о защите на правую руку. Это напальчник, он одевается на 3 пальца для натяжения тетивы. Так он одевается, и таким способом вы натягиваете и защищаете фаланги пальцев от получения травм. Такие аксессуары, как прицел, плунжер, кликер, не являются обязательными для начальной стрельбы. Почему? Потому что эти аксессуары вас будут отвлекать. Вам для начала нужно познать основы стрельбы, как говорится, фундамент, а потом уже модифицировать свой лук и учиться стрелять лучше. Ну что же, перейдем к сборке классического лука. Для начала берем рукоять, откручиваем верхний болт, берем плечо верхнее с надписью бренда, вставляем и закручиваем. После этого проделываем то же самое с нижним болтом и также вставляем нижнее плечо. Если все-таки выбранный вами лук немножко вам будет тяжеловат и будет для вас тугой, вы можете на пару оборотов ослабить болт, при этом плечо у вас будет немножко болтаться. Это понизит силу натяжения лука и позволит вам комфортно стрелять. Что касается сборки лука, именно натяжения тетивы на сам лук, есть два способа. Самый первый, вам его не рекомендую делать, это неправильно, но все-таки он делает самый простой. Оснащаем лук тетивой с помощью своих же ног. Как это все происходит? Показываю.
у вас будет на тетиве два ушка, вверх и низ. Большое ушко является верхом лука. Маленькое ушко – это низ. Вставляем нижнее ушко в плечо, в паз попадаем, переворачиваем лук. Ноги на ширине плеч, создаем рычаг для того, чтобы можно было снарядить лук тетивой. После этого, как все проверили, снаряжаем, сгибаем лук, не бойтесь, вы его не сломаете, он вас быстрее сломает. Зарядили, проверили, что у вас тетива попала в пазы специальные, которые выполнены на плечах. После этого ослабляете лук. Все, лук у вас собран. Это первый вариант. Второй способ снаряжения лука тетивой с помощью стрингера. Все так же надеваем нижнее маленькое ушко на нижнее плечо. Оставляем, берем вспомогательный механизм, который называется стрингер. После того, когда надели стрингер на лук, тянем лук на себя и на верхнее плечо одеваем тетиву. Надели, проверили, ослабляем, стрингер снимаем. Лук готов. Первый способ будет являться небезопасным. Вы можете в процессе натяжения тетивы на лук сломать плечи или сам лук. Что касается второго способа с помощью стрингера, это безопасное натяжение, но придется немножко попотеть. Начнем устанавливать полочку на лук. В данном случае я выбрал полочку металлическую с магнитом. Как ее установить? Ничего тяжелого в этом нет. Она самоклеющаяся, на двухстороннем скотче. Отрываем скотч и приклеиваем ее строго под 90 градусов. Приклеили. Как это все можно будет проверить в дальнейшем? Можете проверить это обычной пластиковой карточкой, прислонив ее к рукоятке, и у вас получается угол в 90 градусов. После этого мы будем устанавливать гнезда, которые будут фиксировать вашу стрелу под 90 градусов. Берем два гнезда, специальные плоскогубцы, можно и обычные, но будьте аккуратны, чтобы не перекусить тетиву. И вставляем. Защелкиваем, немножко поджали, не до конца, чтобы можно было потом в будущем их сместить. Установили первое гнездо под 90 градусов по линейке. Линейку будет заменять стрела в будущем. Устанавливаем второе гнездо по ширине вашего хвостовика. Каких стрел вы стреляете. После того, как поставили, посмотрели, все ли ровно, снимаем линейку или же стрелу и зажимаем их. Когда будете зажимать гнезда на тетиву с помощью плоскогубца, возьмите на миллиметр чуть побольше ширину между ними. Потому что когда вы будете натягивать тетиву, у вас гнезда будут смещаться. Полочку и гнезда мы установили. Инструменты дополнительные больше не нужны. Сейчас мы будем устанавливать прицел. Взяли прицел Avalon металлический. Можно рассмотреть различные другие прицелы, какой вам будет по вкусу и по карману. Но мы будем устанавливать его. Принцип установки везде одинаковый. На рукоятке лука присутствуют различные отверстия под аксессуары как раз таки. Вот эти вот два, это два отверстия под прицел. Большое отверстие, это будет под плунжер. Также присутствует отверстие для аксессуара такого, как стабилизационная система для лука. Сюда будем это в дальнейшем вкручивать. В комплекте к прицелу всегда идут стандартные болты. В наборе также у вас будут шестигранники, иногда вам понадобится обычная отвертка. Закручиваем второй болт до конца и оба затягиваем, что первый, что второй. Прицел на классический лук установлен. После этого устанавливаем плунжер. В дальнейшем он настраивается по длине с обратной стороны, вот здесь вот. Плунжер настраивается индивидуально под каждого стрелка. Теперь устанавливаем кликер на классический лук. Все, установка аксессуаров почти закончена, нам остался только стабилизатор. Теперь устанавливаем последний элемент нашей сборки, это стабилизатор центральный. Еще бывают боковые, но для этого вам понадобится полная стабилизационная система. На этом сборка классического лука завершена. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!